Меня зовут Джек, я фотограф дикой природы и путешествую по заповеднику дикой природы в Аризоне. Это было ясное теплое утро, когда произошло нечто неожиданное. Я ехал по пыльной служебной дороге, когда из-за кустов шалфея неуверенно вышло огромное существо и остановилось прямо посреди дороги. Это был взрослый африканский самец льва, необычно худой, с спутанной золотистой гривой и шаткой походкой. Но настоящий шок я испытал, когда он поднял голову. Вокруг его шеи был плотно зажат автомобильный шина, вдавленная в кожу, словно черный железный ошейник. Я остался в машине и наблюдал, как лев пытается наклонить голову к луже у дороги. Как только он согнул шею, раздалось напряженное, болезненное рычание. Из-под края шины потекла тонкая струйка свежей крови. Внутри резины я заметил ржавый стальной корд. Именно он и резал плоть. Я взял рацию и связался с центральной станцией рейнджеров заповедника. Дежурная координатор сказала мне держать льва в поле зрения, но ни в коем случае не выходить из машины. Ветеринарная команда уже выехала. Лев лег на живот и тяжело дышал, едва находя силы двигаться. Было очевидно, что он страдает уже очень долго. Через 15 минут подъехал служебный грузовик. Полевой ветеринар вышел с ружьем для усыпления и, глядя в бинокль, тихо произнес: «Боже мой, он живет так уже месяцы, а может и годы». Он выстрелил дротиком с расстояния около 25 метров. Лев попытался подняться, но через несколько секунд мягко рухнул на землю, дыша ровно, но уже без сознания. Когда мы подошли ближе, стало видно весь масштаб повреждений. Шина вырезала глубокую борозду вокруг шеи, грива была стерта, кожа воспалена и опухшая. Ветеринар попытался провернуть шину, но она не сдвинулась ни на миллиметр. Внутри все забито. Грязь, камни, листья, эта штука весит тонну. Он попробовал подпилить резину ножовкой, но сразу остановился. Здесь стальной корд. Так не получится. Нужны гидравлические ножницы. Он вызвал пожарную службу округа. Пока мы ждали, мы пытались извлечь мусор изнутри, но он был спрессован, словно бетон. Через 25 минут приехала пожарная машина. Двое пожарных принесли гидравлические ножницы, которые используют при авариях. Один из них попытался вставить лезвие под край шины, но они соскользнули. Слишком гладко. Тогда мы направили инструмент в место, где уже убрали часть грязи. Он сжал рукоятки. Хруст. Стальной корд лопнул. Потом он переставил инструмент на другую сторону. Хруст. Шина разломилась на две части и тяжело упала на землю. Один из пожарных попытался поднять половину и тяжело выдохнул. Килограммов под 20. Мы взвесили обе части, почти 19 килограммов. Около 42 фунтов. Столько лет лев носил этот груз на своей шее. Ветеринар обработал раны, нанес толстый слой мази и сделал укол антибиотиков. Затем ввел препарат для пробуждения. Через несколько мгновений лев открыл глаза. Он неуверенно поднялся и впервые за многие годы спокойно опустил голову к луже и начал пить, без боли. Он медленно повернул шею влево и вправо, словно проверяя, что ничего больше не мешает, а потом потерся о ствол ближайшего дерева и издал тихое, облегченное рычание. Перед тем, как исчезнуть в пустынных кустах, лев остановился, несколько секунд смотрел на нас, а затем спокойно ушел, сильный, свободный и, наконец, без боли.